Здравствуйте! Верите ли вы в призраков? Я лично своими глазами не видела их, поэтому не могу сказать, что они существуют. Иногда на видео и на фото попадают странные и жуткие вещи, которые сложно объяснить. Именно такие видео я собрала сегодня. Давайте посмотрим их. Этот ютубер хорошо известен всем любителям мистики и ужаса, а также тем, кто любит пощекотать себе нервы перед сном. Он открыл свой канал в 2009 году. Он получил славу, демонстрируя свой дом и показывая все мистические случаи, которые в нем происходят. У него дома обитает полтергейст, мебель двигается, дверки шкафов сами открываются, он слышит странные голоса, когда находится дома один. Мужчина часто использует доску Уиджи, чтобы связываться с потусторонними силами в доме. И чаще всего результаты такого общения заканчиваются не очень хорошо. В этом видео вы как раз увидите, что случилось при очередной попытке контакта. На этом видео при попытке контакта с потусторонней сущностью в самом начале стеклянный бокал разбивается непонятно от чего. А вот что произошло в другом видео с этого канала. Но это еще далеко не все, что происходит в этом доме. Посмотрите это видео, которое было снято на Хэллоуин. До этого все поняли, что в доме есть какая-то сущность. Но посмотрев этот ролик, вы поймете, что эта сущность очень враждебно настроена к хозяину и людям в целом. В конце видео настольный крест загорелся сам по себе. Сложно сказать, как это произошло и что вообще происходит в этом кошмарном доме. Holy shit, that's... I'm not religious, but that's... После просмотра этого видео понятно, что эта сущность как-то управляет огнем, и это очень опасно для жизни хозяина дома. Может даже случиться так, что дом подожжется или огонь как-то навредит мужчине. В целом хозяин дома сказал, что это был первый и последний пожар в его доме, и что раньше такого никогда не было. Это видео показывает, как два мальчика играют с доской Уиджи в гостиной. Они задают простые вопросы и получают ответы. В какой-то момент они задают вопрос: есть ли здесь хорошие духи? Они слышат шум позади, но не обращают на него поначалу внимания. Потом они видят, как со стола в гостиной летит на пол большая корзинка для фруктов. Мальчики на нервах кричат, что заканчивают игру, и убегают. No, I'm not doing this, no. Многие комментаторы написали, что мальчики совершили ошибку, потому что нельзя прерывать игру и уходить, не сказав слово «прощай». Позже дети вернулись к доске и продолжили играть. Перед тем, как задать еще один вопрос, один из мальчиков поворачивается к камере, и мы видим, как у него из носа пошла кровь. После этого он поворачивается к своему другу, и доска Уиджи в этот момент подпрыгивает в воздухе, а затем и вовсе отлетает от них. Oh no! I didn't believe in Ouija boards or any of that until now. This is the 13th time we've tried it. All the other 12 times we did this. Позже один из ребят возвращается к камере и говорит, что никогда раньше не верил в доску Уиджи и затеял эту игру в шутку. Он смеялся над людьми, которые верили в это. Но после всего, что произошло, он теперь не знает, что и думать по этому поводу. Куклы-щелкунчики были впервые сделаны в 17 веке в Германии. Они имели вид солдат. С годами дизайн менялся, как и одежда большинства солдат. Некоторые люди думают, что деревянная кукла приносит удачу и избавляет от плохого настроения. Однако именно в следующем случае эта теория ставится под большое сомнение, и вероятнее всего злой дух может быть прикреплен к этой кукле. Данное видео набрало более 100 тысяч просмотров, и автор видео утверждает, что эта кукла принадлежит их семье более 400 лет. Среди его знакомых начали ходить слухи, что кукла одержима. Ради шутки автор ролика решил снять щелкунчика на камеру в отдельной комнате, где никого из людей поблизости нет. В этом коротком видео игрушка закрывает рот, качается назад-вперед и даже поворачивается. Но пока игрушка двигается, собака, находившаяся рядом, заметно нервничает. Интересным фактом является то, что существует мнение, что животные могут видеть призраков и параллельные миры.
Если отталкиваться от этого мнения, то можно сделать вывод, что маленькая собака видит, как дух манипулирует щелкунчиком. Этот клип немного ускорен, чтобы движения игрушки стали более заметны. Эта девочка решила снять танцевальное видео. Ее танец достаточно простой, и она даже не думала в тот момент, что снимет кое-что из ряда вон. Мы можем видеть на видео часть дома позади нее. Она танцует в хорошо освещенной комнате, но на втором этаже свет выключен, и это видно. Коридор на втором этаже огорожен деревянными перилами. И пока девочка танцует, там происходит нечто необычное. На несколько секунд в кадре появляется темная фигура, которая быстро проходит в коридоре наверху. Но во время этого короткого появления мы можем заметить, что это прозрачная темная фигура ростом человека. Девочка решила поделиться этим жутким видео в Твиттере и в еще нескольких социальных сетях. Это видео было просмотрено много раз. Комментаторы разделились в своих мнениях. Одни считают, что это ложь и обман, а другие искренне напуганы и считают, что на втором этаже прошел призрак. Это видео новое и было опубликовано 5 декабря 2019 года в Reddit. Пользовательница написала, что коллега ее матери установила камеру на участке на всякий случай, и она сняла кое-что странное. Все снято на заднем дворе. На видео мы видим расплывчатые очертания, которые проходят под фонарем посреди ночи. Эту фигуру можно видеть всего несколько секунд, и затем она полностью растворяется в воздухе. Сразу после этого можно услышать какой-то непонятный протяжный звук, который достаточно сложно объяснить. Итак, смотрим. Несколько комментаторов этого видео заявили, что этот дух не просто парит в воздухе, а ходит ночью по участку. Также это мог быть обычный туман. Но если это не туман, а все-таки чей-то призрак, то это довольно жутко. Это видео показывает нам паранормальную активность в доме, которая присуща полтергейстам. Как объяснила автор видео, она вместе с семьей переехала в новый дом и начала видеть в нем много странностей и мистических вещей. В конце концов, она решила установить камеру видеонаблюдения в своем доме, чтобы снять что-нибудь паранормальное. На видео вы как раз видите владелицу дома, которая мирно спит на диване, около нее находится ее собака. И в доме в этот момент никого, кроме нее и собаки, нет. А сама женщина и собака находятся слишком далеко от того места, где сейчас произойдет кое-что жуткое. Пока она спит, картина, которая находится около двери, сама по себе таинственным образом падает. Собака тревожно вскакивает, женщина в этот момент просыпается. Картина в этот момент падает без каких-либо на то причин, будто ее сбивает какая-то неведомая сущность. Женщина сказала, что в новом доме довольно часто происходят паранормальные вещи, и это не редкость. Охотники за привидениями Патрик и Шон на своем YouTube-канале исследуют заброшенный завод в Неваде, в котором предположительно обитают призраки. Они приехали туда и решили на несколько дней остаться в этом помещении. Они используют разную аппаратуру, и вскоре им удалось кое-что записать. Whoa, what the f*** was that? What? I've no... What the f***? Okay, What did you hear? Whoa, what the f***? Whoa, what the f***? В первую ночь они услышали и записали безумный женский крик. Друзья были весьма шокированы этим пугающим явлением. На следующую ночь они установили камеру в самой старой части завода. И спустя 45 минут после того, как камера начала все снимать, им удалось снять жуткие звуки.
Кроме этих до жути пугающих звуков, в кадре на несколько секунд появляется черный силуэт и затем растворяется в воздухе. На сегодня вот и все. Я думаю, что все-таки что-то потустороннее существует. Я не могу утверждать, это мое субъективное мнение. А вы как думаете? Пишите об этом под видео. На этом я с вами прощаюсь. До следующего видео.